Сегодня будем готовить необычный завтрак из обычных и простых продуктов. Если у вас в холодильнике завалялось слоеное тесто, доставайте его и давайте вместе готовить ленивые хачапури. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, твердый сыр, яйца и один желток для смазывания. Первым делом необходимо разморозить слоеное тесто. Делим его на ровные квадраты. Берем один лист и делаем надрезы с двух сторон, как показано на видео. Заворачиваем уголки. Получается вот такая вот заготовка. Выкладываем тесто на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем желтком. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут. Затем достаем из духовки. У меня дрожжевое тесто. Как мы знаем, при выпечке оно значительно увеличивается, чем бездрожжевое. Поэтому каждую серединку я приплюскиваю вилкой, освобождая таким образом место для начинки. В серединку каждой заготовки кладем сыр. Делаем небольшие углубления в центре. Добавляем сырое яйцо или просто желток. Снова отправляем в духовку. Запекаем, пока белок не схватится. У меня это заняло 5 минут. Вкусный, сытный и оригинальный завтрак готов. Подаем горячим, с пылу жару. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Сегодня приготовим рулетики из слоеного теста с колбасой и сыром. Это отличный вариант для тех, кто не любит долго возиться с тестом, так как для этого рецепта мы будем использовать готовую слоеную основу. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, варено-копченая колбаса, твердый сыр, куриное яйцо, майонез, зелень, соль, перец по вкусу. Слоеное тесто заранее достаем из холодильника, чтобы оно разморозилось и стало эластичным. Тем временем подготовим начинку для рулетиков. Твердый сыр, колбасу, яйцо измельчаем на терке с крупным полотном. Зелень моем, мелко рубим и добавляем в начинку. Тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить немного соли или черного перца. Я этого не делала, так как сыр и колбаса и так достаточно соленые. Рабочую поверхность припыляем мукой. Раскатываем размороженное слоеное тесто в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Смазываем небольшим количеством майонеза. Сверху равномерным слоем выкладываем начинку. Один край теста оставьте свободным. Теперь слоеное тесто с начинкой аккуратно свернем в плотный рулет. Режем на 8-12 кусочков одинаковой толщины. Выкладываем розочки на противень, засланный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. При желании можно смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Слоеные рулетики с колбасой и сыром получаются очень вкусными, ароматными и аппетитными. Такую закуску удобно брать с собой в качестве перекуса на работу или пикник. По желанию колбасу можно заменить ветчиной, куриным филе или обжаренным с луком мясным фаршем. Очень вкусно, просто и быстро. Сегодня мы приготовим очень вкусные и легкие в приготовлении слойки с ягодами, фруктами и творогом. Выпечка получается вкусной, разлетаются такие слойки очень быстро, а готовить их не так уж и сложно. На приготовление у вас уйдет не более 30 минут.
Интересная формовка теста дает возможность приготовить слойки с бортиками по краю. Для приготовления нам понадобится готовое слоеное тесто, творог, сахар, ягоды, фрукты, желток. Творог у меня 5%, его нужно измельчить до пастообразной однородной массы. Сделать это можно с помощью сита, либо блендера. Добавляем к нему 4 столовые ложки сахара. Перемешиваем. Начинка практически готова. Осталось помыть ягоды. Персики также моем, удаляем косточки и нарезаем тонкими дольками. Тесто следует заранее достать из морозилки, чтобы оно растаяло. Рабочую поверхность припыляем мукой. Вырезаем из теста ровные квадраты. Затем делаем надрезы, как показано на видео. Складываем края, формируя лодочки. Выкладываем заготовки на противень, засланный пергаментной бумагой. Не забывайте выдерживать между ними расстояние, так как при выпечке слойки увеличатся в размере. В центр каждой лодочки я кладу чайную ложку с горкой творога. Равномерно распределяю. Сверху выкладываем ягоды. Фрукты. Смешиваем яичный желток с 1 столовой ложкой воды либо молока и смазываем этой смесью края наших тарталеток. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем примерно 15-20 минут. Если тарталетки красиво подрумянились, можно вынимать. Из данного количества продуктов у меня вышло 12 слоек. Недавно я покупала такие слойки в супермаркете. Мне они очень понравились, и я решила сделать такие же дома. И у меня все получилось, причем еще вкуснее, чем в магазине. Хрустящее слоеное тесто, нежнейшая творожная начинка, сочные фрукты и ягоды – это восхитительно вкусно. Просто вкусно до неприличия. Надеюсь, слойки понравятся и вам. Вы приготовите их для своих родных и оставите отзыв в комментариях. Следующий рецепт – лодочки с картофельным пюре, мясом и маринованными грибами. Грибы можно заменить на огурцы. Для приготовления нам понадобится картофель, мясо, лук, соленые огурцы либо маринованные грибы, слоеное тесто, яйцо, твердый сыр. В первую очередь отварите картофель и сделайте из него пюре. Этот этап, наверное, самый длительный во всем процессе приготовления лодочек. Мясо нарезаем небольшими кусочками, обжариваем до готовности, затем добавляем лук, который я нарезала полукольцами. Солим и добавляем специи по вкусу, обжариваем до готовности.
Предварительно размороженное слоеное тесто раскатайте и разделите на 8 или 10 одинаковых прямоугольников. В каждой заготовке теста для лодочек по краям сделайте надрезы, не доходя до края. Теперь выложите начинку, сначала картофель, затем мясо. Сверху для пикантности нарезанные небольшими кусочками соленые огурцы, либо грибы. Теперь поочередно заверните тесто с каждой стороны, таким образом, чтобы разрез оказался посредине лодочки, а край теста заходил на ее противоположную сторону. Края защипните, чтобы в процессе выпечки начинка оставалась на своем месте. Сформированные таким образом лодочки обмажьте яйцом и отправляем в духовку при температуре 180 градусов, готовим до румяности. Пекутся лодочки достаточно быстро, всего 20-25 минут, и блюдо готово. Когда лодочки подрумянятся, достаем их из духовки и посыпаем натертым твердым сыром. Снова отправляем в духовку, чтобы сыр расплавился. Достаем готовые лодочки и еще горячими подаем к столу. Процесс приготовления этой выпечки достаточно прост и не требует особых пекарских навыков. Готовятся лодочки слоеного теста достаточно быстро, но и съедаются также быстро. Рецепт очень вкусный, сытный, и такие лодочки можно приготовить даже на праздник. Гостям точно понравится такая подача горячего блюда. Уделим внимание и для десерта из слоеного теста. Слойки с вишней. Готовятся они очень просто. Все ингредиенты уже готовы, осталось только сформировать пирожки, начинив их вишней. Начинку можно брать абсолютно любую. У меня сегодня вишня. Нам понадобится вишня, сахар, крахмал и сливочное масло. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. У меня замороженная, я разморозила и убрала косточки. Добавляем сахар, его количество можно регулировать, зависит от сладости ягод. У меня вишня шпанка, она очень сочная, поэтому часть сока я перелила в пиалу и смешала с кукурузным крахмалом. Его можно заменить на картофельный. Количество крахмала также зависит от сочности ягод. Я добавила 2 столовые ложки. Если сока вишни недостаточно, можете заменить его на 50 мл воды. Вишню ставим на огонь и даем ей закипеть. После закипания вводим крахмал, который смешали с соком. Готовим постоянно, помешивая до загустения. На это уйдет не более минуты. Как видим, начинка загустела прямо на глазах. Начинку я приготовила заранее. Перед формированием пирожков ее нужно обязательно охладить. Убираем вишню с огня и добавляем сливочное масло. Перемешиваем, начинка готова. Тесто необходимо накрыть влажным полотенцем и выложить на разделочную доску. При комнатной температуре оно разморозится примерно за 40-60 минут. Нарезаем на ровные квадраты, либо прямоугольники. С одной стороны делаем небольшие надрезы, делаю я это для красоты. На другой край кладем 1 столовую ложку начинки, накрываем свободным краем. Края теста должны быть хорошо скреплены друг с другом, потому что слоеное тесто имеет свойство сильно увеличиваться в объеме при выпекании, и слойки могут деформироваться. Для надежности можно пройтись вилкой. Выкладываем их на противень, смазываем поверхный слой желтком и ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекаем 25-30 минут до румяного цвета. Готовые слойки остудить на решетке, а затем посыпать сахарной пудрой. Можно ставить чайник или разливать компот и подавать изумительные вишневые слойки своим сладкоежкам. Булочки получаются воздушными и хрустящими, а ягодная начинка сочной, умеренно сладкой и ароматной. Сегодня готовим очень вкусную, сытную закуску на скорую руку. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, яйцо. Для начинки я взяла творожной сыр, укроп, печень трески и сметану. Начинка по желанию может быть любая. Готовое слоеное тесто я размораживаю. Припыляю мукой, слегка раскатываю и вырезаю кружочки с помощью стакана. Отправляю на противень, засланный пергаментной бумагой.
смазывая каждый кружочек взбитым желтком. Отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов, примерно на 20 минут. Достаем заготовки из духовки. У меня иногда вырастают вот такие грибочки. Тесто дрожжевое, поэтому не вырастают такие пышные. Я слегка приплюскиваю руками, пока они еще горячие. Пока заготовки немного остынут, приготовим начинку. В отдельной миске смешиваем творожной сыр, печень трески, сметану, укроп. Перемешиваем до однородного состояния. Разрезаем заготовки из теста не до конца. Начиняем их и подаем к столу. Конечно, начинки могут быть самые разнообразные. И у вас появились идеи, чем можно начинить такие вот булочки слоеного теста. Пишите в комментариях и не забудьте подписаться. Впереди еще много интересных рецептов. Всем приятного аппетита!